120 дней в Мариуполе номинировали на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина украинского журналиста и кинодокументалиста Мстислава Чернова рассказывает о вторжении российской армии в Мариуполь в феврале 2022 года. За эту работу Чернов вместе с коллегами получили Пулитцеровскую премию. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. В Харькове продолжается спасательная операция после российских ударов. Люди остались без газа и света. Це черговий терор країни-агресора. Це ми бачили фактично 2 січня, це ми бачили фактично 30 грудня минулого року. І це ось фактично повторилося. КГБ Беларуси массово приходит к родным политзаключенных и тем, кто уже вышел на свободу. Как минимум 60 человек подверглись преследованию во время сегодняшнего массового хапуна. Часть из них задержали, а у некоторых просто провели обыск и отпустили. Диктатор без семьи объявил год семьи, а патриарх Кирилл – войну антихристу и абортам. Речь идет о победе зла, о смешении ценностей, когда у людей не будет способности различать добро и зла. Вот тогда и придет антихрист, которому поверят. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. В Харькове продолжается спасательная операция. Под завалами нашли тело 7-й жертвы обстрела, который россияне совершили накануне, сообщает областная военная администрация. Новые подробности. Всего в результате обстрелов погибли 7 человек. Известно на момент записи выпуска более 50 ранены. 5 человек в тяжелом состоянии в больнице. Спасатели все еще разбирают завалы. Там могут оставаться как минимум 2. Удалось достать живым 21-летнего мужчину. Он живой. Да, это он. Да, он живой. Это моей подруги сын, а он с невестой там. Мы позвонили, она сказала, что ее привалило в почте где-то. И я приехала сюда, я когда приехала, дом обвалился на глазах у меня. Невеста Катя, да, они жили вместе здесь. А Катя сейчас там? Да, я надеюсь, достанется. Она маленькая, ей много места не надо там. Просто что замерзла, наверное. Кроме того, люди остались без газа и света. Газопровод в Харькове получил повреждения, подобных которым не было с начала зимы, сообщила компания «Нафтогаз Украины». Часть газопровода перекрыта для стабилизации давления. 12 домов отключены от газоснабжения. Кроме того, 11 тысяч жителей Харькова остались без света, так как российским ракетным ударом повреждены трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии. Ударами також повреждені 116 многоетажок. Всього було біля 12 ударів. Ці удари були комбінованими. Це типи ракет С-300, Х-22 та Іскандер. На цьому місці, відповідно, попередні або Іскандер, або Х-22, тому що руйнування досить значні, фактично цілого, тобто кварталу немає. Це тисячі квартир і фактично десятки тисяч мешканців наразі постраждалі. Це черговий терор країни-агресора. Це ми бачили фактично 2 січня, це ми бачили фактично 30 грудня минулого року. І це ось фактично повторилося у 2 хвилі, тому що намагалися, напевно, зачепити найбільшу кількість населення, людей, служб, які прибували на місце, в тому числі для ліквідації наслідків. Министры иностранных дел ЕС в целом одобрили введение налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов. Теперь этот вопрос будет снова рассматриваться послами стран в конце недели. Европейцы согласны, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Но прямая конфискация все еще не рассматривается из-за позиции отдельных стран, включая Германию. Мы продолжим работу по оказанию помощи. Я поеду в Украину на 1 или 2 неделе февраля. Расскажу вам. Надеюсь, мы достигнем соглашения о пополнении Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро. Что касается замороженных российских активов, думаю, я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение о завершении работы на основе предложения, которое мы представили в декабре, с акцентом на доходы. На данный момент речь идет о доходах, о ветровых прибылях. И я почти уверен, что это будет завершено в ближайшее время.
Запретить все перевозки из России на 50 лет предлагает правительство Украины. Вне закона будут полеты над Украиной и воздушное сообщение между странами. Кроме того, ограничения коснутся также и въезда в Украину машин, зарегистрированных на территории России, а также запретят железнодорожное сообщение во всех таможенных режимах. Если Совет национальной безопасности Украины примет это постановление, ограничения коснутся также и водного транспорта. Всем связанным с Россией судам запретят плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты стран. Документ обсудят 29 января. Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинской сельхозпродукции, пишет Financial Times. Торговый комиссар ЕС Валдис Домбровскис заявил изданию, что Брюссель будет блокировать импорт из Украины, если рынок конкретной страны будет переполнен, что создаст риск снижения цен. Официальное предложение должно быть озвучено на этой неделе. Новый инструмент могут ввести одновременно с продлением беспошлинной торговли Украины с ЕС еще на год. Предложение должны одобрить Европарламент и большинство государств-членов. Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС. И один из способов сделать это – ввести гарантии для конкретных стран. Мы видим, что это региональное влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распространено очень неравномерно. В первую очередь это ощущают ближайшие соседние страны, так как это не создает особых препятствий для рынка ЕС в целом. КГБ Беларуси массово приходит к родным политзаключенных и к тем, кто уже вышел на свободу. Задержали как минимум 60 человек. Среди них есть и те, кто отбыл свой срок, но остался в Беларуси после выхода на свободу. Правозащитники «Весны» сообщают, что такие визиты проходили по всей стране. В постановлениях силовиков фигурируют статьи за финансирование и участие в экстремистских формированиях. Как минимум 60 человек подверглись преследованию во время сегодняшнего массового хапуна. Часть из них задержали, а у некоторых просто провели обыск и отпустили. Понятно, что приходили к людям по всей стране. Отметим, что задержания и обыски продолжаются по сей день. Как мы писали ранее, в постановлениях сотрудников КГБ фигурируют статьи за финансирование экстремистской деятельности и участие в экстремистских формированиях. Некоторым людям сотрудники КГБ говорили, что задержания и обыски связаны с проектом I Need Help By, признанным экстремистским формированием. Штаб Бориса Надеждина собрал 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации политика в качестве кандидата на выборах президента России. Такие данные приведены на сайте политика. По закону кандидат должен собрать не менее 100 тысяч подписей, но не более 2500 в каждом субъекте. Этап сбора подписей и предоставления их в Центральную избирательную комиссию для проверки заканчивается 31 января. В данном случае это не успех самого Надеждина, к которому я лично хорошо отношусь, но я думаю, он на меня не обидится, если я скажу, что для многих тех людей, которые вышли подписываться за Надеждина, он не является кандидатом мечты. Но это говорит о большом запросе на перемене в обществе. То есть люди хотят, чтобы война закончилась, люди хотят, чтобы эта диктатура прекратила существование, поэтому они выходят, казалось бы, совсем безнадежной ситуации. Потому что одно дело собрать подписи, другое дело добиться регистрации. А с этим, как мне кажется, будут большие проблемы. Но сам факт, то, что люди выходят, сам факт, то, что образуются такие большие очереди, очень важен и для тех людей, которые находятся в России, и для тех, кто работает за рубежом, потому что, например, мне эти очереди просто приятно видеть, потому что у меня появляется дополнительный аргумент, когда я общаюсь с западными политиками, объяснять, что Путин не равно Россия, и что далеко не все в стране, я уверен, что там меньшинство, которые поддерживают войну. Так что это все очень важно, я это все поддерживаю. Патриарх Кирилл объявил войну антихристу и абортам. Глава РПЦ дорвался до трибуны Совета Федерации и выразил свое особо православное мнение. В первую очередь он напомнил, что аборты – это грех. Гундяев также рассказал о том, что россияне сформировали свой
кодекс нравственных ценностей и теперь должны быть готовы возглавить сопротивление Антихристу. Из позитивного патриарх также попросил законодательно запретить мобилизовывать многодетных отцов, но не из гуманности и уважения к человеческим правам к жизни, а для того, чтобы эти мужчины заводили побольше детей. Если нам говорят, ну что же, весь мир так, а вы иначе. Нет, не весь мир. И война еще не проиграна. И очень важно, чтобы наша страна, опирающаяся на многовековую духовную, культурную традицию, сформировавшая свой кодекс нравственных ценностей, была способной в том числе, в каком-то смысле, и возглавить это сопротивление, невероятное слово сейчас скажу, Антихристу. Сопротивление пришествию в мир глобального зла. Потому что такое Антихрист? Мы, конечно, персонифицируем и говорим, что это личность. Да, это личность. Но личность ведь не может так сама по себе возникнуть. Речь идет о победе зла, о смешении ценностей, когда у людей не будет способности различать добро и зла. Вот тогда и придет Антихрист, которому поверят. Ну а по всей России тем временем стартовал год семьи, который объявил Путин, хотя у самого его официально ни жены, ни детей. Укрепление благополучия семьи является национальным приоритетом РФ на годы вперед, заявил российский диктатор. Главное для него, конечно же, это не благополучие этих самых семей, а рождение детей, чтобы убивать было кого в войне. При этом народ доволен. Диктатору рассказали, как его любят в тундре, на Ямале, и пригласили кататься на оленях. Магазинов там, правда, нет, но не беда. Зато Путин вон деньги на молоко дает. К тому же представители как раз малых народов больше всего гибнут в преступной войне кремлевского деда. Тундровики рождаются на 4 года, как говорится, ходить начинают. Портрет Путина увидит, Владимир Владимирович не называет. Это наш Путин. Это каждый ребенок ваше имя знает. Например, видите, разговаривать 4 года начинает, скажет: мама, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко. А мама говорит: а молоко-то где куплю? Магазин-то тундре нет. Такая история у нас в тундре. Очень тебя любит тундре. Спасибо. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!